Ребят, всем привет! Рад видеть вас на канале. Надеюсь, вы поставили лайк. Так, ну что, переходим к тому, что есть на полках. Смотрим, что у них тут есть. Мы видим, конечно же, не то, что хотелось. Тут, как всегда, у нас по классике технопарк. Кстати, насчет технопарка. Нашел прикольные модельки в банках. Короче, там реально русские тачки. Здесь таких не вижу я их. Причем нашел не в детском мире. Вот сейчас пришла идея поискать их здесь. Если они будут, то покажу. Если нет, то придем в тот магазин и возьмем их, наверное, все-таки. Потому что модельки реально клевые и для кастома идеально подходят. Напоминаю, для тех, кто не может найти Hot Wheels в детском мире, есть специальный пост в телеграм-канале. Инструкция, как находить. Почитать подробнее вы сможете в телеграм. Ссылка есть в описании. Ну и переходим по нужной ссылке нам. И смотрим, что есть по остаткам. Так, одна штучка. И 72 штучки, ребята. Все, пойдемте спрашивать. Ребят, сейчас пойдем спросим за коробку, потому что числится 72 штуки. Но прежде, чем мы посмотрим коробку, давайте посмотрим посылку. Там уникальный Hot Wheels RLK Kit. Думаю, вам будет интересно. И также, сразу говорю, ее мы разыграем. Как мы ее разыграем, подробности в описании. Так, ребят, конечно же, мы не будем RLK-шечку трогать руками. Мы оденем специальные перчаточки. Кстати, так выглядит даже интереснее, да? Ставь лайк за перчатки. Хорошая. Опа! Добротненькая. Как внутри вообще все грамотно сделано. Куча картона. Прикольно. Такая мягенькая штучка. Так, у нас сама модель вот в такой вот упаковке, чтобы ее вообще ничего не взяло. Так, теперь бы понять, как не подобраться тут. О. Так, ребята. Так, давайте разбираться, как ее открыть. О. Ну, красота же, ребята. Я бы, конечно, вот так прям поставил и любовался. Чуть попозже можно будет взять премиум-версию и сравнить их вместе. Так сказать, посмотреть, чем они отличаются. Конечно, здесь у нас есть лампочка, и это плюс RLK. Здесь, конечно, такое прям оформление крутое. Поэтому, в принципе, своих денег стоит. Но, сами понимаете, каждый ценит что-то свое. Давайте откроем модельку. Аккуратненько. Мы так аккуратно все снимаем, без усилий. Да, здесь у нас вот зарядочка. Здесь какие-нибудь заклепочки. Вроде ничего нету. Просто поднимаем вверх. Да. О. Модель, конечно, классная. Я так подумал, сравнение, наверное, с премиум буду делать в другом видео. Здесь мы все-таки просто насладимся RLK версией. Поэтому, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Вообще, как вам такие обзорчики? Делать такие чаще. Так, ну что, смотрим, что снизу. Снизу вот такая вот у нас версия. Видим вход для зарядки. Так, еще надо понять, как включить его. Либо здесь еще какая-то кнопочка есть. Подзарядила я машинку, но походу зря это делал. Смотрите, она у нас сейчас включена. Но здесь, оказывается, вот кнопочка есть. Вот она, вот кнопочка черная. Блин, на самом деле могли бы ее выделить. Я думаю, это просто какая-то заклепка. Что-то. Короче, здесь кнопочка такая есть, типа как брелок. На нее нажимаем и видим тот самый диод, как из фильма. Здесь я, наверное, прям наложил музыку, да, из фильма «Рыцарь дорог». Ну, конечно, да, ребят, выглядит очень круто. Такой диод, думаю, не очень просто сделать, потому что общался с человечком, который делает светящиеся машины. Спрашивал его, может ли он типа сделать что-то подобное. Он сказал, что может просто сделать красную лампочку, а чтобы именно вот так двигалось, я так понимаю, это сложно. Видимо, нужны какие-то маленькие диодики, короче, и так далее и тому подобное. Скорее всего, это будет, такая переделка будет достаточно дорого стоить. А зачем платить за колхоз, если можно взять вот такую вот красоту, да? Ну, конечно, машинка, естественно, на любителя, для фанатов «Рыцаря дорог».
Я на самом деле сам являюсь, скажем так, фанатом рыцаря дорог. Но что-то мне показалось, что данная модель мало чем отличается. Так. Мало чем отличается от премиум-версии. Но мы, кстати, это позже сравним в другом видео. Так что делаем сравнение данных моделей. Та-да-да-дан-та-дан. Для чего нужен сервис Wheels? Первое. Это твоя онлайн-полка, где ты можешь показать всю свою коллекцию и делиться ею с друзьями. Второе. Это твоя витрина в онлайн-магазине, где будут представлены все модели, которые ты продаешь. Тут можно упорядочить модели по разным категориям. И также есть поиск. Я уже создал свою полку на Wheels. А ты? Видим бортовой компьютер. Конечно, прям приходится аккуратно так фокусом наводиться. По детализации, естественно, ребят, это все-таки Hot Wheels. Здесь уж прям многого ожидать не нужно, но для Hot Wheels, мне кажется, и этого более чем достаточно. Там даже, видите, какие-то мониторчики. Так, сюда инструкция. Кстати, есть инструкция, которую надо было мне прочитать в самом начале. Но я ее даже не открывал. Давайте посмотрим на саму упаковку. Написано Hot Wheels. Рыцарь дорог, чтобы все было четенько. Ребят, спойлер, дальше нас ждет новый кейс, поэтому смотри видео до конца внимательно. Ставь лайк, подписывайся на канал и пиши комментарий. О, нашли, да? Ну, благодарю. Так, уже что-то смотрели. Ой, даже не знаю, ребят. Ну, надеюсь, на них просто безопасность навесили. И тут можно что-то годненькое найти. Так, пока не понимаю, что за кейс. Вроде как новенький, ребят, да, смотрите, мне кажется, это новенький кейс. Так, если так, то это круто. Пока, конечно, одни фантазийки. Пока буду выкладывать сюда вот. По возможности показывать вам все, что достаю. Годноту откладывать в сторону. Пока ее, к сожалению, я особо не вижу. Так, Мерседес. Ну, кстати, прикольный. Можно было бы на кастом пустить. Кстати, модели у нас уже теперь подорожали. Там 239 вроде стоит. Так, коробку. Давайте так. Все, меня сюда перекинули. О, ребят, эту Мазду можно, наверное, взять. Можно вниз. Ну ладно. Вот это можно тоже взять. Так, это тоже отложим. Короче, пока все откладываем годные. Старые модельки кладем вверх, которые мне не особо интересны, тоже кладем вверх. Вот сюда вот. Вот эти вот пока откладываем. Так, ну, в сторону. Тоже в сторону. Ну, кстати, Nissan прикольный, но мне такой особо не нужен. Так, и, кстати, есть вероятность, что есть здесь СТХ. Потому что, смотрите, снизу вроде как не смотрели, но это еще не точно. Это еще не точно, но будет очень круто. Так, Эль Камино. Кстати, прикольно то, что он такой типа классический. Прикольный. Причем здесь несколько Эль Камин. Так, вот еще один Эль Камино. Так, ну что, ребят. Нет, все-таки, видите, есть даже некоторых моделей не хватает. Грусть, печаль. Додж вообще мятый-перемятый. Походу, все-таки что-то здесь похватали, смотрели. Так, надо будет посмотреть, какая здесь ТХ. То я, честно, не помню. Ну, белая прикольная, но, конечно, мне такая нафиг не нужна. Так, вот эти прям дофига здесь. Вот, кстати, нормальный доджик. Вот нормальный доджик мы, скорее всего, возьмем. Так, что здесь еще есть? Это уже было. Угу. Кстати, прикольный, черный. О, прикольно, прикольно. Вот это классно. Вот это можно взять. Короче, моделей что-то дофига, ребят. Все, по ходу завоза начались. Поэтому заглядывайте в свои детские миры. Смотрите, что у вас завезли.
Либо что, не завезли. Скейтер. Не, скейтер, конечно, такой себе. Давайте подскажу вот так. Туалет желтый теперь. До этого он был синий, как раз ТХшка. Так, что у нас тут? Это мы уже видели. Так, здесь некоторые, конечно, аккуратнее надо. Конечно, сцепились. Вот у нас две модельки. Чуть попозже расцеплю. Это что у нас? Это у нас Porsche. Так, еще вот это можно тоже взять. Вот это мы по-любому берем. Так, сейчас 100 пудов у нас за пакет тоже что-то не хватает себе. Так, это что у нас, электричка какая-то? А, это была уже. Так. Некоторые модели, конечно, прям жесть. Так, что у нас тут есть? Tesla Model U. Тоже можно отложить. И последние три. Так, вот это, ребята, у нас должна была быть из ТХ вроде как. Так, сейчас надо будет взглянуть, что они должны быть ТХ. Короче, вот такие модели нас интересовали. Ну, короче, здесь их нет. Сейчас посмотрим, мотоцикл здесь есть. Но, в принципе, мне даже не интересен мотоцикл ТХ. Короче, сейчас соберу все это обратно в кучу. И отберу себе пару моделей. Покажу, что взял. Из нормального есть типа Мерседесы всякие. Поршики. Но Поршик просто здесь ушатанный сильно. Поэтому брать его точно не хочу себе. Ну и, короче, и так далее и тому подобное. Короче, мне больше всего понравились вот эти машинки. Вот это вроде вообще как будто бы из Дэдпула. Очень похоже на него. Ну, сами понимаете, тостер красный. Почти как мой. Ну, а вот эти просто в коллекцию возьму. Если что, сделаю над ними эксперименты. Так сказать, свапну, кастом буду делать. Так, ребят, короче, взял 3 модельки. Одну вот эту отдал Саньку. Пусть это перепродает ее. А то его Авито что-то давно не развивался. Короче, мне, в принципе, этих достаточно. Вообще думаю, может даже это не брать. Хотя не, ладно, у меня дофига уже этих корветов, поэтому в коллекцию нужен корветик. Ребят, в прошлом магазине мы нашли целую коробку. И сразу пришла идея чекнуть соседний магазин, потому что, возможно, и здесь есть завоз. Для вас, кстати, это сигнал идти в свой соседний детский мир и чекать, что есть там. Так, ну что, мы не будем, короче, испытывать судьбу. Зачем вы снимаете людей? Что? Так, ребят, чекнули, короче, числится 60 штук, но мы в прошлый раз уже здесь были, чекали коробку, смотрели, там старый кейс, причем 2022 года, и там ничего интересного не осталось. Плюс по количеству мы запомнили примерно плюс-минус, сколько там было, вычитаем то, что мы взяли, короче, по факту там лежит также все кейс, нетронутый, ну, потому что там ничего интересного нет. Из этого делаем вывод, то, что нам нет даже смысла спрашивать у администратора коробку, так сказать, лишний раз их напрягать. Также напоминаю о том, что есть розыгрыш РЛК. Все условия в описании. Ребят, теперь надо зайти вот в этот магазин. Причем в данном магазине есть технопарк необычный, именно формат 1.64. И он здесь в банках. Вот здесь в таких вот банках. Цена, правда, не очень такая, 299. Сейчас будем высматривать, что там есть интересного. Здесь, видите, есть небольшой просвет. Можно понять, что за модель. Сейчас, короче, найду парочку. Возьму для кастома. Потому что уже приобрел за кадром себе Ладу. Как раз Ладу Приору здесь сделал с ней мемчик. Так что, ребят, если хотите именно русский автомобиль формат 1.64, вам надо искать именно вот такие банки. И выглядывать, что у них там внутри продается. И еще есть вот такие вот. Но мне, кстати, они что-то не очень понравились. Потому что здесь в основном пожарная тематика. Буханка есть такая. Ну, буханка явно не один, типа 64, мне кажется, типа 1.50. Может, там чуть меньше. Ладно, сейчас будем, короче, выискивать что-нибудь интересное. Так, ребят, короче, посмотрел, что внутри. Оттянул, скажем так, немножко упаковку. Короче, там, походу, газелька. Потому что там именно зеленого цвета. Пойдемте спросим, есть ли у них еще такие модельки. Так, ребят, еще находил вот такие вот модели. Тоже технопарк. Десятка типа, да? Ну, тоже прикольно, кстати. Цена даже дешевле.
Цена 229. Ребят, также есть вот такие вот яйца, но единственный минус, либо плюс, то, что здесь нельзя посмотреть, что там лежит внутри. Поэтому их я брать точно не хочу. Так, ребят, ну что, забрали мы модельку. 229 рублей. Посмотрим, как она в кастоме себя поведет. Надеюсь, будет прикольно.